Та мудрость, да, тот подход вообще, та философия и те взаимоотношения, которые показаны там, их больше нет нигде. Для всех он несет большую ценность. Вопрос в том, что не все эту ценность могут вообще осознать, осмыслить и понять. Это уже другое дело. Ну, не каждый готов вообще потратить свое время драгоценное на то, чтобы посмотреть, а что же там вообще в этом сериале такое происходит. А расскажите, что такое сериал про Махадева? Расскажите прям, Сашка, прям вот расскажите. Сериал про Махадева – это очень необычное явление на самом деле, потому что люди, которые его снимали, они решили сначала собрать все легенды и истории о боге Шива и систематизировать их и представить людям в виде сериала. И так получилось, что этих историй хватило аж на целых 800 серий, что, кстати, людей немножечко пугает. Хотя 800 серий, если увлекаешься и начинаешь внимательно смотреть, осмысленно и думать над тем, что хотели авторы передать, понимаешь, что это гениальная вещь. Видно, что, конечно, у создателей не так много денег, но они вкладывают туда всю свою душу, стараются и пытаются до нас донести ту истину, ту мудрость, которую сохранили, получается, вот в этих вот самых легендах. Вот. Но мне фильм зашел, сразу могу сказать. А что можно рассказать тем, кто ничего о нем не слышал, о этом сериале? Что этот фильм, он настолько глубок в своей мудрости, он содержит столько мудрости, что тот человек, который внимательно будет его смотреть, он может утолить вот эту жажду надолго, если она у него есть, конечно. Жажду познания мудрости, вот, посмотреть, как боги решают свои дела, как боги творят Вселенную, как боги творят мироздание и поддерживают его. Вот. И очень многое для себя можно подчеркнуть. Что для вас значит эта история о Шиве? Она для меня значит очень многое, потому что история о Шиве, она в мою жизнь вообще пришла после запроса Вселенной на получение вообще знаний. Вот. Я сделал запрос и попросил дать мне те знания, которые мне действительно нужны. Вот, потому что я недавно только закончил университет и был немножечко расстроен вообще тем уровнем знаний, которые обладает вообще в университете. Вот. А эти знания, они истинные, потому что они вечны. Потому что истина то, что вечно. Что значит для каждого из нас эта история? Мы созданы по образу и подобию Бога, поэтому все эти божественные истории, на самом деле, все их взаимоотношения, все, что было между богами, получается, оно прямо влияет на нашу жизнь. Вот. Там очень хорошо показаны взаимоотношения между людьми и богами, какими они были раньше, что было в начале сотворения мира, вот, что боги и люди жили, в принципе, рука об руку, и никто ни от кого не скрывался. Вот. Как-то так. Какую ценность несет данный сериал для всех? Ну, для всех он несет большую ценность. Вопрос в том, что не все эту ценность могут вообще осознать, осмыслить и понять. Это уже другое дело. Вот, очень многим он из моих знакомых фильм мне вообще не зашел, и они не могут его смотреть. Поэтому он однозначно, как сказать, ну, не каждый готов вообще потратить свое время драгоценное на то, чтобы посмотреть, а что же там вообще в этом сериале такое происходит. Ценность огромная, я бы сказал. Потому что та мудрость вообще, да, тот подход вообще, та философия и те взаимоотношения, которые показаны там, их больше нет нигде. Вот. А такое скопление, это получается такой концентрат мудрости, который есть в этом фильме,
Нету больше, я думаю, что ни в одном сериале, скорее всего, нет. Потому что актер, который играет Махадева, да, он, мне кажется, все-таки такой продвинутый йог, что сам Махадев помогал ему вообще играть эту роль, играть самого себя. И мы видим в этом сериале, как верховные божества, как они ведут себя, как они решают дела, как они, какое понимание они пытаются донести до нас. Это все очень хорошо представлено в этом фильме. Тот, кто внимательно смотрит, тот, кто внимательно будет смотреть и пытаться осмыслить происходящее, тот очень многое для себя подчеркнет, очень многое, во всех аспектах своей жизни. Этот сериал для отшельников или семьянинов? Ну, Шива сначала был отшельником, пока боги не решили его женить, дабы, так сказать, остановить товарища Таркасура. Вот. Поэтому он и для отшельников, потому что Шива все-таки бог отшельников, и для семьянинов, потому что там показаны как раз-то все те же самые, на самом деле, ну, вопросы, которые были в семье у Махадева, они есть и у нас. Вот. Поэтому, увидев, как Махадев решает свои вопросы семейные, мы можем у него просто поучиться. Есть ли возрастная категория у сериала? Но мы смотрели с детьми, с семьей все вместе. Поэтому мои дети прям с удовольствием смотрели Махадева, им прям очень нравился. Поэтому я думаю, что этот фильм даже не просто для семьянинов, он вообще для просмотра всей семьей. Ну, так, чтобы дети, как сказать, дети были вовлечены, чтобы они понимали, чтобы там не одну-две серии посмотрел там. А если смотреть начинаете, то смотреть потихонечку, но всей семьей. Это будет здорово. Какие серии запомнились больше всего? Последние. Какие стоит пересмотреть? Какие стоит пересмотреть? Сейчас я точно не скажу, все-таки 800 серий. Я там номера серий не особо не запоминал. Вот. Но очень интересные серии вообще, сам первые 100 серий вот, про Джапати Дакши, они, конечно, очень яркие, фееричные вообще. В том плане, что показывается суть нашего ложного эго вообще. Если внимательно посмотреть, то в каждом из нас живет такой товарищ, как Праджапати Дакши, в том или ином аспекте. Поэтому... Что лучше смотреть с титрами или с нашей озвучкой? Ну, конечно, с нашей озвучкой, ребята, потому что мы стараемся озвучить сериал всеми доступными способами. Я думаю, что должно понравиться 100%. Кому нужно обязательно смотреть этот сериал? Обязательно смотреть этот сериал нужно тем людям, которые занимаются йогой познания. Те, кто занимается йогой познания, обязательно смотрите, потому что там очень много мудрости, которую вы сможете для себя почерпнуть. Там просто кладезь мудрости. Представьте себе, что вы пошли с друзьями в пещерку погулять, зашли туда, а там все просто из золота, просто стучи своим молотком, да отколупывай себе куски золота. Вот примерно так же и этот сериал. Тот, кто внимательно будет смотреть его, тот найдет для себя целую пещеру с сокровищами. Что удивило в Махадеве? В Махадеве удивляет его непоколебимость, его многогранность, простота и в то же время всеведущее знание, которое он незримо излучает в этот мир. Истинно мужское начало. Спокойное, степенное, мудрое, ясное, чистое, доброе, светлое. Кого эта история направит на верный путь? На верный путь эта история направит тех людей, которые пошли по пути ложного эго и заблудились.
А праведникам не надо смотреть? Праведникам? Ну, праведникам у них вот так уже все хорошо, им что смотреть-то, им уже можно просто тихонечко молиться. Кому прямо сейчас нужно смотреть эту историю о Махадеве? Прямо сейчас эту историю о Махадеве нужно... Прям перейти по ссылке прям и смотреть прямо сейчас. Всем, кто верит в Бога, всем, кто пытается узнать, как устроено мироздание, вот, потому что индусы — это каста хранителей, и если мы забыли вообще, какой была Святая Троица вообще, кто такие боги вообще, для очень хорошего понимания вообще устройства мироздания, всем, кому интересно, кто хочет знать, как устроено мироздание, я рекомендую посмотреть этот фильм. И там будет точка зрения индусов. Индусы, в свою очередь, конечно, на свой манер сняли вообще все это дело, немножечко подрастянули там как бы это самое. Вот. Своеобразно у них есть подача информации. Вот. Это точка зрения индусов, это точка зрения касты хранителей, но никто кроме них не сделал ничего подобного, поэтому они старались как могли. Какой совет дает Махадев для каждого из нас? Ой, ну каждому он, конечно, дает свой совет, как быть. Но все-таки он, вот если говорить про его сына, который заблудился сам в себе, будучи уже как бы сыном Шивы, ну что можно еще желать? Он спросил отца, что мне делать, тот ему сказал: следуй своей дхарме. Вот Махадев, я думаю, что каждому бы сказал: друзья, следуйте своей дхарме.